Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. И в этом видео я хочу поговорить про находки уникальные, которые были сделаны в Антарктиде, которые переписывают не просто историю человечества, но и меняют наше представление о том, какой наш мир на самом деле. Вот, например, в Антарктиде обнаружили существо с 20 руками. Новый вид принадлежит к классу морских лилий и обитает на глубине до 2 километров. То есть даже такие находки, которые подтверждает современная наука, говорят о том, что мы ничего не знаем о нашем мире, а тем более об Антарктиде. Но приступим к рассмотрению вопроса по сути. Почему нас интересует именно Северный и Южный полюс? Дело в том, что если посмотреть на картинку слева, мы видим, что льды уходят. Соответственно, они уходят не только на Северном полюсе, но и на Южном. А когда льды уходят, они обнажают те артефакты, которые нам неизвестны и которые говорят про совершенно другую историю человечества и про совершенно другую даже структуру мира. Если мы посмотрим на официальные данные, то существуют сухие долины Макмердо, бесснежные долины антарктических оазисов на территории Земли Виктории в Антарктиде с западу от пролива Макмердо. То есть самая большая из них 8000 квадратных километров. Она не покрыта льдом, потому что там дуют очень сильные ветра. Это официальная версия. Но еще в середине 20 века американцы проводили экспедицию в Антарктиду. Опять же, видео вы можете посмотреть в моем телеграм-канале. И что они нашли в середине 20 века? Они нашли, что в Антарктиде было обнаружено 300 тысяч квадратных километров суши, не покрытых льдом. Плюс озеро длиной 5 километров с температурой 4 градуса и пресной водой. Плюс огромные залежи угля и других минералов. Я повторяю, это было найдено в середине 20 века. То есть территории, свободные от льда, в 30-40 раз превышающие то, что нам сейчас разрешают знать. Плюс, не забываем, что есть такой адмирал Бёрд, который вообще рассказывал про целый скрытый континент, который находится, вход который как раз находится на Южном полюсе. И с того момента мы больше об этом ничего не знаем. Антарктида стала закрытой, туда пускают по разрешениям, только в определенные места, в определенное время. Но все страны мира практически хотят, и многие из них проводят там научные исследования, причем при помощи военных. О том, что мы, мягко говоря, не знаем, что там было на самом деле, даже пару тысяч лет назад, говорит тот же Чарльз Хепгуд. Он, опираясь на экспедицию Бёрда, изучал климат материка. То есть во время экспедиции со дня моря Росса взяли 3 керна, применили свой метод датирования, и оказалось, что в истории материка было 3 периода умеренного климата. И последний умеренный период был-то всего-то 6000 лет назад. Но, конечно, хочу обратить ваше внимание, что эти вопросы с датировкой, потому что они что делали? Они, грубо говоря, вот этот климатический оптимум нашли на глубине 6 метров и говорят, ага, 6 метров, ну это примерно 6000 лет. Но все мы прекрасно знаем, что у нас на Земле существует множество зданий, сооружений, которые вдруг внезапно были засыпаны моментально, мягко говоря, в течение одного сезона, одного года. И засыпка эта составляла метры и метры. То есть, скорее всего, катастрофа в Антарктиде, может, была даже не 6000 лет назад, а 300 лет назад. Почему? Потому что я тоже делал много видео. Опять же, все ссылки будут в описании под видео. В конечных заставках переходите, смотрите, где Антарктида есть на картах 1531 года. То есть это самое раннее упоминание Антарктиды. И только после глобальной катастрофы 17 века она с этих карт пропадает. И вновь проявляется только в 19 веке. Вполне вероятно, что там были даже другие очертания Антарктиды. То есть множество древних карт показывают и Северный полюс, и Южный полюс без льда, и там континенты. Почему я это говорю? Потому что в наше время в 180 километрах от побережья Антарктиды под водой находят огромные строения, стены какие-то, сооружения, пирамиды. То есть вполне вероятно, что это есть и остатки цивилизаций, которые погибли недавно. То есть координаты перед вами, можете каждый перейти посмотреть. То есть если увеличить изображение, видно, что это целый какой-то пояс, какая-то стена. То есть вполне вероятно, что еще недавно Антарктида была просто больше, а это как раз затопленные территории, которые погибли-то всего-то лет 300 назад, не более. Обратите внимание на отечественную инновацию синтезит.
Это не просто железо, это результат серьезной научной работы российских исследователей. Вот, например, кровь мужчины до приема синтезита. Эритроциты слипшиеся, нарушен перенос кислорода. Именно это часто становится причиной хронической усталости, заболеваний сердца и сосудов. А теперь его кровь уже через час после приема синтезита. Эритроциты в норме, кровь свободно несет кислород ко всем органам. Это помогает восстановить энергию, улучшить самочувствие и снизить риски инсульта и инфаркта. Не случайно врачи и тренеры именитых спортсменов рекомендуют синтезит. И вы можете найти сотни отзывов обычных людей, которые ощутили разницу. И, кстати, отзывы подтверждены множеством научных исследований, что вообще очень большая редкость для производителей таких добавок. Ссылка на сайт производителя из соцсети в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Успейте, пока действует акция. Вы скажете, ну такого не может быть. Ну такого не может быть. Но вот исследователи находят на картах современных Google Земля остатки дорог, мостов, каких-то сооружений. Я тоже много раз показывал в своих видео, что опять же лед уходит, и мы видим остатки совершенно цивилизационных сооружений, то есть то, что можно сделать только руками человека. Большого или маленького вопрос открыт, потому что там много очень интересных находок. Вот, например, огромное лицо. Да, понятно, что это может быть не просто какой-то там окаменевший гигант, потому что ширина лица 600 метров и длина практически километр. Но может это быть как раз какие-то пирамиды засыпанные, которые уже находили в той же Антарктиде. Либо, опять же, сооружения, сделанные руками человека, ну из-за засыпки снегом они еще вот так вот смотрятся, как будто это как действительно живой человек. Либо сооружение, похожее на пришельца. То есть уходит лед, и мы видим все больше и больше. Тоже исследователи независимые нашли вход в убежище полоземления, его назвали. То есть это какая-то пещера, она находится рядом с водой, там вырублены ступеньки, то есть это похоже как какой-то причал, при помощи которого можно попасть в емкости как бы подо льдом, потому что там, скорее всего, тоже существуют какие-то города и жизнь. Почему это возможно, я сейчас покажу. Но вот в Антарктиде тоже независимые исследователи нашли как бы останки, либо отпечаток, либо окаменевшего 20-метрового человека, который тоже был недалеко от пещеры найден. И та пещера, которую нашли, она метра на 2 выше этого существа. То есть вполне возможно, это когда-то и был житель этой пещеры, который вышел, ну, окаменел полностью под воздействием температуры или других факторов. Что мы тоже встречаем по Земле очень много видов окаменевших живых существ большого роста, то есть это и животные, и люди-гиганты. Также в Антарктиде была обнаружена гравитационная аномалия. Она обнаружена под ледяным щитом, но она находится четко посередине кратера диаметром 500 километров, сам размер аномалии 300 метров. То есть вполне возможно, что это и есть какой-то энергетический щит, который служит куполом и защищает города, которые расположены под ледяным покровом. Почему нет? То есть никто не знает, что это. Но все это нужно изучать. Кроме того, ученые НАСА обнаружат в Антарктиде вот такие странные квадратные айсберги. То есть такое ощущение, что жители Антарктиды потихонечку избавляются от льда, каким-нибудь типа лазером, отрезают эти кусочки, чтобы быстрее лед сошел. И вернулась нормальная обычная температура, которая была лет 300-400 назад. То есть всех нас пугает потеплением, а скорее всего это потепление было нормой каких-то 300-400 лет назад. Но помните, новая информация сразу не усваивается. Повторение мать учения. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Делитесь в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии, ваше мнение об этих находках. Делитесь новыми находками, если они есть. Все ссылки будут, как всегда, в описании под видео. Переходите, смотрите, потому что фактически это единичные статьи, в которых описываются эти находки. Они очень сильно не распространены. Ну и увидите мои старые видео на тему Антарктиды, где мы нашли множество необычного, останков древних сооружений, древних памятников. Опять же, все это в принципе наука знает, но почему-то замалчивает, потому что оно никак не вписывается в ту историю, которую нам сегодня предлагают. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах.
Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.